Привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей. Сегодня моя сестра Аня расскажет вам о ее жизни. Она будет говорить о ее жизни, используя линию жизни. Когда она родилась, когда она пошла в школу, в каком году это было, что она делала, когда была маленькая и тому подобное. Не забудьте включить субтитры и выбрать ваш любимый язык. Ну что, готовы? Поехали! Всем привет, меня зовут Аня, я родом из Сибири, я родилась в 1997 году, в январе, вот я здесь вам написала, в 1997 году, по знаку зодиака я Водолей. Это моя семья, у меня есть старший брат, мама и папа, я младший ребенок в семье. Эта фотография была сделана на Новый год. Мама сшила нам костюмы. Сережа в образе индейца, а я в виде принцесски. Чем я любила заниматься в детстве? Я любила играть на пианино, также слушать музыку. И, конечно же, я очень люблю всех животных. Очень люблю животных. Кошек и собак и других любых животных. И всегда с детства я любила очень танцевать. Я занималась танцами долгое время до института. Я посетила 26 стран. Здесь можете их увидеть. Здесь вот я сделала вырезку из своих заметок. Чем обычно я люблю заниматься в свободное время? Обычно я люблю гулять, кушать лапшу, кушать картошку фри и смотреть фильмы и сериалы. Также, конечно же, я люблю ходить на концерты и фотографировать природу. Мне очень нравится. А это мои фотографии. Я хотела бы вам показать, какой красивый у нас лед зимой. Очень красивый лед зимой. Чем обычно мы занимаемся зимой? Обычно зимой мы катаемся на лыжах, катаемся на сноуборде, также на санках. И, конечно же, когда лед замерзает достаточно, мы можем кататься на машине. Но это обычно уже после января. Но все же зависит от места. Вот такие красивые фотографии вы можете посмотреть. Я просто обожаю наш Байкал, наш зимний Байкал. Насколько красивым может быть лед. Да, очень красиво. В 2004 году я пошла в школу. Я поступила в школу в 1 класс. Тут написано на стене сзади «Первый раз в 1 класс». У меня такой рюкзачок розовый сзади, бантики на мне. Вот. И, конечно же, в школьное время мы всегда с Сережей путешествовали. Родители нас водили. Это мы здесь на Красной площади в Москве. Это мы в Таиланде кормим тигренка. Вот. Уже после, повзрослее, когда мы были, с 2008 года по 2011, мы часто ездили с Сережей в палаточный лагерь. Оставались мы там, могли жить недели-две, иногда и больше. Я была в танцевальном лагере, и там я занималась пробежками, тренировками. У нас были вечерние шоу. Вот. А Сережа, он занимался английским. В 2011 году я ездила изучать английский в Сингапур.
Я училась 1 месяц в австралийском институте. Обучение проходило только на английском языке. Учителя были иностранцы, и это было очень полезно и интересно. Позже, в 2012 году, мы с родителями поехали в Австрию. И там же я научилась кататься на лыжах. До этого момента я не умела кататься на лыжах. Там я встала и поехала. Это вот тоже фотография с Австрии. Бад Гольштайн, место, где мы останавливались. В 2015 году я закончила школу и поступила в институт на психолога. После первого курса мы с моей подругой поехали в Болгарию. В Болгарии мы также отдыхали, купались, загорали. Это Златы Пясцы, золотые пески, если по-русски. Очень красивое место. В 2017 году мы с друзьями ездили в Таиланд. Чем мы занимались в Таиланде? В Таиланде мы загорали, в Таиланде мы пили коктейли и кокосы, и, конечно же, купались. Вот такая вот у меня русалка тут. Вот, и это тоже очень была классная поездка с моими друзьями. В 2018 году мы с подружками ездили в Испанию, мы там работали. Я работала в отеле официанткой, и это было около 3 месяцев. Это была такая как практика, интершип. Было очень прикольно, интересно познакомиться с другой культурой. Мы познакомились с разными людьми и немножко подучили испанский. Вот. После Испании мы поехали с мамой в Турцию. Вот. В Турции мы там катались на кайте, гуляли, ездили по разным городам. И после мы решили с мамой отправиться на остров Родос в Грецию. Мы взяли однодневную экскурсию на пароме. Нас отвез паром. Вот. И мы гуляли по Родосу. Нам очень понравилось. Вот. Было очень жарко. Уже после 2018 года я начала изучать турецкий язык самостоятельно, и позже я подключилась к группе. Вот. В группе я занималась месяца 3, после наша группа рассталась. Но я не сдавалась и продолжала учить турецкий сама. Также в том году, в 2018 году, я отучилась на кондитера, я получила сертификат о том, что я закончила курсы кондитерские, и я начала продавать свои торты и десерты в университетское время. Это вот мой тортик «Красный бархат», а это уже муссовый 3 шоколада. В 2019 году, до того, как начался ковид, мы ездили в Корею. Это была наша такая транзитная остановка, потому что мы ехали на Филиппины. Опять же, на Филиппинах мы катались на кайте с мамой. Вот. И мы постоянно ели кокосовое мороженое в кокосе с манго. Оно было очень вкусное. На Филиппинах очень красивое море и белоснежный песок. Вы можете увидеть. Также в 2019 году я ездила с моей тетей в Евротур на автобусе. Вот. Мы посетили Австрию, Швейцарию, Италию, Германию и Францию. Вот. Это была очень красивая поездка. Можете посмотреть мои фотографии. Это Швейцария. И это город Хальштадт в Австрии.
город, в который я очень давно хотела попасть. И наконец-то я там побывала в 2019 году. Город просто как сказка. В 2020 году я закончила институт. Так как это было уже ковидное время, я защищала диплом онлайн через компьютер. Вот. И после того, как я закончила институт, я начала работать кондитером у нас в Иркутске на фабрике. Вот. Это тоже моя работа. Мы делали на Пасху куличи. У нас вот такие необычные куличи на Пасху. Вот это кулич. Кулич. Вот. Такой необычный куличик. В 2022 году я переехала в Турцию. И что у меня появилось здесь? У меня появился новый дом. Мы завели кота. Мы взяли кота из приюта, так как мы против покупать животных. Мы взяли, спасли из приюта. И также у меня появилось новое место, новые культуры, новые ценности, новые традиции. В 2024 году мы с моим мужем сыграли свадьбу. К нам приезжали мои друзья, мой брат, мои родители. Приехали с разных стран и городов. И это было очень классное событие. Я благодарна всем, кто смог провести с нами этот день. Вот. Это было очень прикольно. И уже в 2025 году мы ездили в свадебное путешествие во Вьетнам. Там же я была с Сережей. Вот. И после мы поехали в Россию. Там тоже потусовались и вернулись в Турцию. Сейчас 26-й год. Что будет дальше, я не знаю. Посмотрим, что же меня ждет в этом году, какие поездки и что я смогу изучить нового. Ну все, это была моя жизнь. Это все на сегодня. Спасибо, друзья, что смотрели это видео. Если вы хотите изучать ваш русский вместе с Аней в группе, то пишите мне на мой email или оставляйте ваше заявление внизу, и тогда мы с вами свяжемся и поможем вам организовать уроки. Спасибо большое всем моим патронам на Патреоне, а особенно спасибо таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Холли, Андрея, Майкл, Брюсли. Я вас очень благодарю. До скорого, друзья, и пока-пока!